Уважаемые дамы и господа, еще раз громче аплодисменты. Звезда мирового балета Сергей Полунин. Ну, а теперь буквально пару мгновений, Сергей, для подготовки. И позвольте, я приглашу вас на эту сцену, пока мы подготовим площадку с левой стороны. Уважаемые дамы и господа, еще раз давайте поддержим нашего артиста, который сегодня здесь был и является здесь. Сергей, приглашаю вас ко мне на эту половину. Будьте добры. Есть минутка-другая для того, чтобы перевести дух, поэтому я вас сильно не тороплю, а буквально несколько вопросов. Сегодня у нас большой, грандиозный зрительный зал под открытым небом. Более 3500 человек, если посчитать людей, которые располагаются сидя, это 1500. Ну и судя по тому, что абсолютно весь газон, где видно вас, было на этой сцене, на нашем экране, заполнен, говорим мы как раз-таки о 3000. К вам, как артисту, хотелось бы обратиться. Знаем, что в вашей биографии есть большое количество мировых площадок. Площадки мирового уровня. Сегодня, мне кажется, удивительное место – это открытый абсолютно амфитеатр. Амфитеатр под открытым небом, который наполнен людьми, наполнен эмоциями. И вопрос к вам: каково испытывать на себе поддержку публики? Как вам было сегодня здесь давать ваш фантастический спектакль? Называть по-другому это не могу, потому что игра актерская, конечно же, ваше мастерство как танцовщика, оно на уровне. Это подтверждает аплодисменты наших зрителей. Аплодисменты, Сергей. Каково быть в заряде? Для меня сегодня было танцевать легко, и, ну, нелегко, а все равно физически, конечно, это убивает 36 минут на сцене, но для меня как артиста, когда я погружен в каждую секунду и не выпадаю с мыслями, вот, наверное, благодаря публике, благодаря открытому небу, была связь сегодня со зрителем и также не знаю, с пространством, что ли, когда мы и природа одно целое, вот и мы и есть природа. Вот, поэтому танцевалось тяжело физически, но очень наполняемо для меня как артиста, как было ощущение на сцене. Спасибо огромное, ваши аплодисменты. Это благодаря нашим зрителям. Спасибо вам. А сегодня мы увидели балет «Сакре», который, конечно же, хореография Вацлава Нижинского. У вас с ним есть общее пересечение, конечно же, во многих моментах. Ваша балетная школа, также в Лондоне история вся началась. Он завершал свою жизнь в этом городе. А вы исполняли его хореографию. Он был рожден в 19 веке. Музыка «Весна священная» была написана в 20 веке. Вы исполняете это произведение в совокупности в 21 веке. Во время исполнения, что вы чувствуете? Мы видим, конечно же, вас на сцене как артиста, но какие ваши эмоции от того, что все-таки 3 личности соединяются внутри этого круга? Поэтому и балет носит название «Сакре». Здесь столько смыслов заложено в этом спектакле, и каждый раз что-то для меня новое ощущается. Это танец, потому что Нижинский был один из первых, кто поставил классический мужской балет заявил о себе. До этого были все-таки главные балерины, и танцовщик выступал все-таки больше как партнер, то Нижинский, он первая такая личность, от которого все мы, остальные классические танцоры, отталкиваемся. И для меня танцевать в этом круге жизни, а это круг жизни, и ощущать себя так же, как Нижинский ощущал себя, танцуя перед зрителем, но много лет назад. Также в его жизнь были боевые действия. Он их слышал. Это были за швейцарскими горами в Италии. У нас тоже это происходит. То есть такое ощущение круговорота жизни, повторение, что ли, но и ощущение того, что когда после нас кто-то тоже будет. И это сильно и правильно. Спасибо огромное. Аплодисменты. Блестящий ответ. И еще один вопрос, уже перед тем, как обратиться к нашим зрителям. У нас Москва 2030 называется не просто так, потому что мы регулярно на этой площадке уже 30 дней, по крайней мере в августе месяце, еще будем в сентябре радовать наших зрителей.
особыми моментами единения. Абсолютно бесплатные концерты для нашей аудитории здесь неспроста. Мы хотим, чтобы культура развивалась, мы ее видим сегодня вот такой, как вы ее транслируете, а по-вашему мы с вами увидели, да, балет, в принципе, Вацлава Нижинского, который начинал свою жизнь в 19 веке. В 20 веке стал великим исполнителем. Сегодня 21 век, и как вы думаете, будет ли балет и дальше столь же популярен, каким он был в 20 веке и в 21? Зритель его очень любит. Танцовщики, кто исполняет классический балет, очень его любят. Но мы должны думать, как его преподносить по-новому, преподносить это для зрителя, кто сегодня живет, и насыщать его красками новыми костюмами, светом, музыкой. Но классический балет, он будет жить, его, возможно, зритель любит, потому что здесь живет ощущение, а не все-таки думание мозгами. То есть, когда ты можешь просто прийти, от всего отключиться и понять то, что ты хочешь понять. Здесь столько смыслов, здесь и Нижинский, здесь и перевоплощение в разных персонажей, здесь и женский образ, здесь природа, листья, да, там, то есть старое, новое, канат, внутренние какие-то, не знаю, ощущения. Поэтому каждый сегодня из вас ощутил это по-своему, и здесь не нужно заострять, в классическом балете, я считаю, не нужно заострять свое внимание на какой-то цели, там, не нужно подключать мозг. Здесь такая душевный разговор и чистый разговор со зрителем. Да, спасибо огромное. Я думаю, что в будущем также душа человека останется неизменной, чистой, искренней и, главное, умеющей созерцать. А чтобы наших гостей не обманывать, у нас есть пару возможностей задать вопросы, если вы не против. Сергей, готовы ли мы? Давайте вы выберите, вот я вижу, девушка в первом ряду также подошла, давайте вот к вам, да, блондинка, очки сверху. Кто готов второй вопрос задать? Есть? От мужчины также зададим. Все, вы следующий. Прошу, представьтесь, как вас зовут. Здравствуйте, Анастасия, Красноярск. Скажите, пожалуйста, вы устали танцевать принцев или принцы в вашей жизни все-таки есть? Когда был молодой, для карьеры балета, потому что она все-таки там 20 лет, и твоя карьера заканчивается. Но когда мне было там 19-20, танцуя принца, для меня это ничего не значило. То есть пришел я так, руки раскрыл или так, оно мне ничего не говорило. Вот сейчас я, наверное, если бы танцевал принцев, насыщал бы какой-то другой мыслью. Но для меня, когда была моя начальная карьера, я к ним несерьезно относился. Но опять же, его можно... Каждый принц, он разный. «Спящей красавице» один. Пока я ушел от роли принца, но скучаю именно по такому классическому в белом трико балете, когда там ноги видны, когда позиции четкие. То есть я думаю, я приду к этому, что сейчас или сделаем что-то новое, или может в классическом балете станцуем. Ну, скучаю. Ждут в Красноярске. Аплодисменты. Спасибо большое, что вы сегодня в наших гостях. А переводим сюда, пожалуйста, вопрос. Секундочку, микрофон. Представьтесь, как вас зовут. Иванов Юрий Васильевич, член Союза писателей России, ветеран Великой Отечественной войны. Пожалуйста, ИНН не говорите, СНИЛС тоже. Скажите, пожалуйста, как в вашем образе жизни вам удается поддерживать такую спортивную, отличную форму? Спасибо. Судя по всему, не устали вы, понимаете, Сергей, как бы... Поддерживаю я, если честно, ее так себе. И в основном мои занятия это проходят дома, в маленьком пространстве, где нельзя прыгать, где колени я убиваю за то, что пола нормального нет. И когда готовлюсь к такому выступлению, я 1 или 2 раза нормально себя разогреваю, прохожу, после чего мне очень плохо. Вот. И не могу сказать, что я там выхожу на сцену в такой легкой подготовленной форме.
И идет всегда на сцене борьба с самим собой, с мышцами, с дыханием. Вот. Хочу, конечно, себя заставить и входить все-таки в идеальную форму, чтобы было приятно всегда танцевать, чтобы не борьба была, а уже искание чего-то высшего, там, прыжок, чтобы получался. Там, вот. Но как получается, вот я приду к тому, что себе студию когда-нибудь сделаю, вот, и буду в хорошей форме. Но занимаюсь Большое мало. спасибо. Удачи вам. Спасибо. Да, спасибо огромное. Ну что ж, готов отпустить, либо еще один вопрос, как скажете. Все, пойду переоденусь. Да, супер. А у нас, да, подождите, не уходите. Дополнительный номер специально для наших гостей будет исполнен через несколько минут. Аплодисменты Сергей Полунин. Спасибо огромное.